Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Сегодня я постараюсь ответить на очень интересный вопрос, какой же смартфон выбрать в 2022 году. Прошлогодний Redmi Note 10 Pro, у которого камера на 108 мегапикселей, или смартфон этого года Redmi Note 11 Pro, у которого такая же камера на 108 мегапикселей. Но здесь есть очень интересный момент. Смартфон этого года стоит подороже, но при этом Redmi Note 10 Pro прошлого года умеет снимать 4К, а смартфон этого года не умеет снимать только Full HD 30 кадров в секунду. Я, как всегда, сделал большое количество фотографий, поэтому вы сможете все посмотреть днем, ночью, портретики. У вас будет ответ на вопрос, какой же смартфон делает фотографии лучше на основную камеру, на широкоугольную, ну и что лучше выбрать по цене. Посмотрите, что мы имеем по технике. Два смартфона, это сайт Kimobil, очень удобное место, где можно сравнивать. 336 тысяч баллов в Redmi Note 10 и Snapdragon 732, а в этом году 405 тысяч баллов, 695 Snapdragon. Могу точно сказать, что Redmi Note 11 Pro чуть-чуть веселее двигается. Аккумулятор примерно один и тот же на 5000 мАч, 6,64 конфигурация. Давайте посмотрим на камеры. Вот у нас 108 мегапиксельная камера от компании Samsung HM2. Апертура 1.9 и там одинаковая. Но сразу вам скажу, что они снимают по-разному. Также широкоугольная камера, тоже одинаковая, IMX355, и она тоже снимает по-разному. Ну и макро и портретный режим. Кстати, в прошлом году в Redmi Note 10 у нас было 4 камеры, а в этом году 3 камеры. Ну и самое главное, вот смотрите, 4К видео умеет снимать Redmi Note 10, также замедленно 960 кадров в секунду, а Redmi Note 11 Pro упростили, он умеет снимать только 120 кадров в секунду замедленно и никаких 4К, только Full HD 30 кадров в секунду. И это, я считаю, достаточно сильный минус, тем более, что есть люди, которым прямо нужно 4К. Что касается фронтальной камеры, они немножко разные, на 16 мегапикселей обе, раньше была Sony, теперь OmniVision. Да, еще момент, касающийся цен. Смотрите, если зайти на Яндекс.Маркет, то Redmi Note 10 Pro, версия 628, обойдется в 28 тысяч рублей, 27 с копеечками, 28. А если зайти к моим друзьям компании Цифрус, то мы обнаружим, что версия Redmi Note 10 на 8128 будет стоить 25 тысяч рублей. Версия на 664 вообще 22,5 тысячи. Разница в том, что это глобальная версия, а там в том числе продается и Ростест версия. Я могу смело рекомендовать вам покупать глобальную версию, потому что это то, что отлично работает на территории Российской Федерации. Ну и вы видите разницу в цене, да, 22 тысячи и 27. Или вот цены на Redmi Note 11 Pro 6128, 29 290, 29 990 Redmi Note 11 Pro, а официально вообще стоит под 40 тысяч рублей. А вот если зайти в компанию Цифрус, опять же, Redmi Note 11 Pro 628 5G 27 тысяч рублей. То есть, видите, есть разница, и я с этими ребятами уже сотрудничаю 2 года, так что точно могу сказать, что у Цифруса отличные цены и хороший товар, и хороший выбор. Так что я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Ну и если по этой ссылке перейдете и сделаете покупку, то вам будет подарок, так что welcome. Ну а теперь давайте перемещаться к нашему фотосравнению. Людей является самым главным, потому что тут и работают 108 мегапиксельные камеры, и поэтому я сделал большое количество фотографий. Вы видите, это ночные фотографии, здесь и красивые здания в Санкт-Петербурге, я сделал портреты, сделал фотки в абсолютной темноте, дневные фотографии, селфи. Короче, давайте разбираться, и будет интересно. Первая фотография, ледокол Красин. Мне больше нравится цвет на 11, чуть-чуть более синее небо, а на 10 чуть более зеленое. Если посмотреть на детали, то да, вот борт корабля лучше виден на 11, чем на 10. Так, это уже широкоугольная камера, но издалека понятное дело, что все примерно одинаково. А вот если сделать увеличение, то оказывается, что на 10 ширик лучше, причем значительно. Посмотрите разницу в деталях 10 и 11. Оптическое увеличение мы делать не можем, но можем делать гибридное увеличение, цифровое, ну как хотите, так его называйте. Лучше по цветам на 11 небо все-таки синее, или черное, или темно-синее, а на десятки все у нас какое-то зеленое получается. По деталям очень близко, считайте, что никакой разницы нету. Еще одна фотография, дальние объекты, опять синяя картинка на 11. Я бы сказал, что тут, конечно, она, слишком синяя. То есть здесь, очевидно, смартфон подкрашивает или просто борется с желтыми фонарями, но так или иначе, конечно же, она не была именно такой синей. Она и не была такой серо-зеленой, непонятной, как показывает десятка, что-то, в общем, между. По детализации, я думаю, что вы видите, у нас примерно одно и то же. Еще
Еще одна ночная фотография, опять же, более синяя картинка на 11-м. Юный балтиец у нас вот так получился. Оба смартфона справляются неплохо. Фотография получается на уровне. Но при этом, посмотрите, у нас более светлая фотография на 10-ке, а здесь на 11-м прямо темно. Ну, прямо очень темно. То ли так плохо ночной режим отработал, то ли еще что-то, не знаю. Во всем остальном детализация, все примерно одинаково. Фоточку на ширик делаем. Помним, что у нас ширик на 11-м был похуже. Ну и здесь опять мы с этим сталкиваемся. Посмотрите, какая рыхлая картинка на 11-м. На 10-м она чуть поприличнее. Не сказать, что прямо очень классно, но все-таки есть разница, и она в пользу 10-го. Вот тут особенно посмотрите, как много шумов на 11-м, а на 10-ке все нормально. Еще вот такую фотографию я вам покажу. Красивое здание правительства Санкт-Петербурга. И здесь, кстати, лучше получилась фотография на 10-ке. На 11-м какая-то она получилась очень невнятная. А на 10-ке все хорошо. Прорисовка есть. Не так четко, может быть, как хотелось бы, но есть. Это уже здание правительства Петербурга. Есть какая-то шевеленка на 10-ке, поэтому все немножечко сдвинулось. Но я думаю, что вы видите, что по деталям у нас примерно одно и то же. Смотрим на этот грузовик. Вот все то же самое. Есть еще вот такое в Питере заведение под названием Максимус. Те, кто знают, те поймут. Я, к сожалению, так в нем и не был, но постоял рядом. Так, смотрите, что у нас? По деталям-то вот опять 10-ка поинтереснее. Не знаю, с чем это связано. Видите, в какие-то моменты 11-й лучше. Точнее так, в основном, наверное, 11-й лучше, но в какие-то моменты все-таки лучше получается фотка на 10-ке. Не глобально, но получше. В целом, я думаю, вы теперь понимаете, да, что 10-ка от 11-го практически ничем не отличается. Мало того, если основные камеры фотографируют плюс-минус одинаково, то ширик точно на 10-ке получше. Так что стоит подумать, да, обращать ли внимание на 11-й, если вам больше 10-ка заходит. Тем более по цене. Теперь пройдемся по портретикам. На Redmi, посмотрите, обои посветлее, да? На 10-ке обои получились посветлее, а на 11-м потемнее. Не знаю, с чем это связано. Может быть, работа HDR. И вообще, в принципе, картинка на 10-ке такая получилась более сочная. Смотрите, цвет волос, да, немножко отличается. Если говорить про детали, понятное дело, что смартфоны делают фотографии максимально близко, и я даже особенно разницы-то никакой не вижу. Ну, а вот тут уже больше заметна разница, и я бы сказал, что здесь режим HDR отработал получше на 11-м. Фотография, когда сзади солнце, это всегда очень сложно. Меня многие спрашивают, зачем ты фотографируешь против солнца, ведь никто так нормально не делает. Конечно, просто так никто не делает, а вот когда нужно проверить работу HDR, когда вы будете находиться на Бали и будете фотографироваться на фоне заката, нужно, чтобы лицо высвечивалось. Вот как раз таки мы это имитируем. Здесь 11-й как раз таки получше справился. Серенькое лицо получилось на 10-ке, но при этом почему-то 11-й как будто бы вылетел немножко из фокуса, и детализация лучше получилась на 10-ке. Солнце, кстати, больше обработано, по сути, на 10-ке. Еще одна фотография. Здесь я проверяю, насколько солнечный свет засвечивает вот эту область, край кожи. Ну, я бы сказал, что оба справились одинаково, однако цвет лица, опять же, на 10-ке чуть похуже, если так можно сказать, да, посерее, чем на 11-м. Это было и на предыдущей фотографии. Это были фотки на улице, фотки в помещении сделать хорошо гораздо сложнее. Давайте смотреть, что у нас здесь получается. Алина помогала мне в этом вопросе. Ну что, на 10-ке волосы видны хуже, чем на 11-м. Это точно. Детализация. Ну, смотрите, да, вот чуть побольше обработана кофта на 11-м, чем на 10-ке. Притом оба примерно одинаково обработали светлый экран. Честно говоря, по контрасту мне 10-ка больше нравится, потому что виден вот этот ободок. Ну и вообще какая-то есть глубина. На 11-м более светлая картинка получилась. Здесь у нас по деталям получается, что, наверное, чуть получше 11-й. Да, вот на 10-ке у нас появляются какие-то шумы на лице, которых нету на 11-м. Опять же, более темная фотография на 10-ке. Здесь у нас есть яркий источник света. Чем хорошо, когда у нас темно? Тем, что у нас нет засветов. Если нам надо поднять яркость, мы это можем сделать. А посмотрите, как сделал 11-й. Он уже сразу поднял яркость, и из-за этого у нас фон очень засвеченный. Если нам нужно будет еще сделать ярче, соответственно, у нас уже все начнет выгорать. Но 10-ка тут лучше по деталям справилась. Смотрим на вот эту кофту. Да, на 10-ке поинтереснее. И лицо, честно говоря, мне больше нравится на 10-ке, чем на 11-м. Алина у нас еще и диджействует. Это, кстати, все находится в нашей EDM школе. Если кто хотел давно стать диджеем, приходите, позанимайтесь. Слушайте, опять на 11-м какая-то беда. Посмотрите на эти волосы. Она на 10-ке получше. Опять вылетела из фокуса. По какой причине, не знаю. Ну вот, фотография
на 11 здесь хуже. И смотрите, это забавно, да, для проверки делаем еще одну фотографию, и здесь опять же детализация хуже, чем на десятке. Да, это очень странно, совершенно другой план, и тоже не хватает деталей. Получается, десятка в какие-то моменты делает фотографии получше. Это интересно. Ну, еще один портретик на улице. Давайте посмотрим на детали, потому что, в принципе, практически одинаково, чуть-чуть по цветам отличаются. Слушайте, я бы здесь сказал, что тоже детализация шапки вот на десятке лучше, чем на 11. Здесь никто не мешает вообще делать нормальные фотографии и делать хорошую детализацию. Посмотрите на текстуру ткани на десятке лучше, чем на 11. При этом вот глаз Человека-паука немножко получился засвеченным. В целом, по деталям получше у нас получается десятка. В общем, вы видели сами портреты, честно говоря, сложная ситуация. В какие-то моменты 11 лучше, а в какие-то моменты лучше 10. Давайте еще посмотрим на несколько светлых фотографий. Фотография на основную камеру. Опять HDR лучше отработал на 11. Помните фотографию Александры на фоне солнца? Там тоже лучше отработал. И здесь десятка ушла в какие-то синие тона, а 11 делает правильную картинку. Осталось только посмотреть, что у нас по деталям. По деталям, честно говоря, опять как будто больше обработка на десятке. Больше шумов, но и чуть-чуть больше четкость. Ну, как будто бы. Вот здесь вот наверху, да, как будто бы картинка более четкая, чем на 11. Еще одна фотография тоже против солнца. Смотрим, как работает HDR. Такая более светлая и белая картинка получается. Но, в принципе, мы поняли, 11 делает более светлые фотографии. И периодически это находится на грани засветов. Вот здесь, например, раз и засвечено. Вот эта область раз и засвечена. А на десятке этого нету. И вот с этой засвеченной областью ты, по сути, уже после того, как сделаешь фотографии, ничего не сделаешь, потому что если ты сделаешь темнее, все, детали-то потеряны, выжжены, а здесь есть. Так что как-то более правильно десятка обрабатывает снимки и выбирает экспозицию. Ну и опять же, вот момент с детализацией тоже как будто бы чуть-чуть более вычищенная картинка на десятке, нежели на 11. Так, это пейзаж Санкт-Петербурга, такой серенький он на десятке и чуть повеселее на 11. Я бы сказал, что 11 мне тут тоже по деталям меньше нравится. Смотрите вот на это здание, да, оно такое более выделенная на десятке, нежели на 11. Эту же фотографию сделал в режиме 108 мегапикселей. Посмотрите, у нас 9000 на 12 разрешение. Ну и по 15 мегабайт фотография. Давайте смотрим на детализацию. Ну да, детализация, безусловно, стала получше. Не сказать, что как-то критично, и вот именно хочется делать фотографии с такой детализацией и с таким весом, но схема работает, это самое главное. Смотрим теперь на работу фронтальной камеры. Ну вот так в целом примерно одинаково, чуть по-разному обработано лицо, по деталям. Ну вы видите, да, все практически идентично. Да, тут, наверное, особой разницы никакой нет. Чуть только посветлее куртка у нас на десятке, чем на 11. Ну, а вот эта фотография уже ночью. Здесь больше деталей на десятке. Да, посмотрите, точно. Десятка лучше, чем 11 выглядит. Может быть, по цветам не очень красиво, но тут оба сложно. А девятка, смотрите, не справилась с засветами. Вот здесь засветы, пересветы и так далее. И детализация хуже. И вот Горный институт, который сзади находится, тоже здесь немножечко засвечен. Тоже на 11 немножко засвечен, на десятке нет. Ну что, друзья, я, честно говоря, знаете, немножко в замешательстве, потому что десятка дает очень хорошие результаты по сравнению с 11. Я имею в виду, что у нас ведь есть съемка в 4К, да, у нас есть какие-то такие интересные моменты, которые сегодня были показаны в видео. Но 11 точно не является удачным продолжением в плане фото, я бы так сказал. Да, по дизайну все классно, по аккумулятору все классно, по работе все классно, а вот камера — вопрос. В общем, друзья, надеюсь, что видео оказалось для вас полезным, и вы для себя расставили правильно точки над «и». Не забывайте, что я на своем канале Честный Блог постоянно делаю такие разборы, так что обязательно подписывайтесь, чтобы быть всегда в курсе того, как кто фотографирует и снимает видео. На этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели. Ни в коем случае не болейте, берегите себя и своих близких. Всем счастливо и пока.